Вы знаете, какой язык самый распространенный после английского? На каком языке говорит больше всего людей? А главное, на каких языках говорят в наибольшем количестве стран? Когда речь идет об изучении первого иностранного языка, вопросов практически никогда не возникает. Почти все учат английский. Оно и понятно. Великобритания, США, Канада, Индия, Ирландия, Новая Зеландия, Австралия. Это только некоторые из стран, где английский является официальным языком страны. Всего существует 62 страны и 27 несуверенных стран, где официальный язык английский. И это не говоря еще о тех странах, где данный язык не является официальным, но тоже сильно распространен. Сейчас люди все больше стремятся к тому, чтобы знать не только английский. И если дело не в любви к конкретному языку или стране, то имеет смысл выбрать тот язык, на котором говорят в большинстве стран, или же в тех странах, куда вы хотели бы вскоре поехать. И руководствоваться нужно не теми данными, где указано наибольшее количество носителей языка. Несмотря на то, что китайский занимает первое место по количеству носителей, это совсем не говорит о том, что на китайском говорят во многих странах. Поэтому смотреть нужно как раз на данные о количестве государств, в которых говорят на том или ином языке. Испанский язык занимает второе место по популярности сразу после английского. По данным на 2020 год общее число носителей испанского языка составляет 450 миллионов человек, а вместе с теми людьми, для кого испанский является вторым родным языком, 548 миллионов человек во всем мире. Испанский является официальным языком в более чем 20 странах мира, среди которых такие как Мексика, Аргентина, Куба и даже США. Да-да, скажем, если вы приедете во Флориду или Калифорнию, там вы найдете огромное количество мест, где говорят исключительно на испанском языке. А во многих кафе, ресторанах, забегаловках надписи также присутствуют на испанском. Не верите? Смотрите мои выпуски из Флориды и Калифорнии. Ссылочки вы найдете под видео. Испанский язык – официальный язык ООН, Евросоюза и Союза южноамериканских наций. При поиске работы за рубежом знание испанского языка в придачу к английскому может сыграть вам на руку. Испанский популярен для изучения не только благодаря своему статусу и возможностям, которые он может предоставить. Его также любят за то, что он красивый, мелодичный, а главное, не такой сложный для изучения. И если мы говорим про изучение иностранных языков, я настоятельно рекомендую вам обучение за границей. Потому что это обучение будет в 5, а то и в 10 раз эффективнее, а самое главное быстрее. За 1 месяц, проведенный в испанской школе, вы выучите то, что у себя в родной школе вы учили бы полгода, а то и год. Ссылку на курсы испанского языка за границей вы найдете в описании. Также там вы можете посмотреть и курсы по другим языкам. Едем дальше. Арабский язык. Число носителей языка составляет примерно 310 миллионов человек, а тех, для кого арабский является вторым языком, около 270 миллионов человек. Официальным арабский язык признан в более чем 23 странах, среди которых Египет, Марокко, Арабские Эмираты, Тунис. Это один из официальных рабочих языков Генеральной Ассамблеи и других органов ООН. Популярность арабского языка растет с каждым днем. Немало людей изучают его с целью налаживания партнерских отношений с торговыми предприятиями, которые управляются арабами. Бизнес не единственная причина изучения языка. Сегодня культура и обычаи восточных стран привлекают все больше и вызывают интерес. Арабский – нелегкий язык. И для того, чтобы овладеть им хотя бы на элементарном уровне, придется потрудиться. Но зато исследование израильских ученых доказало, что изучение арабского языка благоприятно влияет на развитие мозговой активности, так как при чтении на арабском задействованы оба полушария головного мозга. Так что изучение и знание арабского языка полезно не только для деловых отношений и путешествий, но и для здоровья в целом. Португальский язык. Второй по числу носителей романский язык сразу после испанского. Количество носителей 220 миллионов. Вместе с теми людьми, для кого португальский является вторым языком, 240 миллионов. Португальский является официальным языком в 9 странах на 4 континентах, в числе которых Бразилия, Ангола, Мозамбик. Но в самой Португалии живет всего 5% говорящих на португальском. Большая часть носителей расположилась в Бразилии. Португальский язык также изучают бизнесмены, поскольку у Бразилии самая большая экономика во всей Южной Америке, что делает страну крупной торговой державой. Если вы уже владеете испанским или любым другим романским языком, то у вас есть преимущество в изучении португальского. Он будет даваться гораздо быстрее, поскольку у вас уже будет некая романская база. И наоборот, если вы начнете свой путь изучения иностранных языков с португальского, вам позже будет проще выучить тот же испанский. При всем том, что знание испанского считается важной галочкой в резюме. Португальский за счет своей уникальности тоже не будет лишним. Французский язык
На самом романтичном языке мира говорят около 280 миллионов человек. Так же, как и испанский, французский считается одним из официальных языков ООН, а также ЮНЕСКО, НАТО, Международного олимпийского комитета, Международного Красного Креста. Французский – тот язык, который можно встретить в самых неожиданных уголках планеты. Ведь на нем говорят не только во Франции, Бельгии или Швейцарии, но и в Канаде, преимущественно в Квебеке, в некоторых государствах Африки, например, в Кот-д'Ивуаре. Государстве, которое до 1960 года являлось колонией Франции, и в Вале-д'Аоста в Италии, среди горных вершин Монблан, Монте-Роза и Маттерхорн. Французский язык подойдет для изучения тем, кто увлекается гастрономией, модой, театром, изобразительным искусством, танцами и балетом. Не случайно элементы в классическом танце носят французские названия, а сам язык является обязательным для изучения в хореографических учебных заведениях. Французский язык является относительно несложным, а в качестве базы он может помочь вам впредь выучить и другие языки латинского происхождения гораздо быстрее. Немецкий язык занимает 3-е место после английского и русского по использованию в интернете. Является самым распространенным языком в Западной Европе, а также одним из официальных языков Европейского Союза и других международных организаций. Носителей языка более 90 миллионов. Германия и другие немецкоговорящие страны очень популярны для получения образования, а сама Германия является экономическим центром Евросоюза и занимает 3-е место в мировом экспорте после Китая и США. И хотя немецкий чаще всего изучают по причине того, что хотят учиться или работать в Германии, язык подойдет также и тем, кто просто хочет путешествовать. Ведь официальный статус язык имеет в таких странах, как Германия, Австрия, Лихтенштейн, Швейцария, Люксембург и Бельгия. Если вы выбираете язык, исходя из своего желания путешествовать, то выбирайте тот язык, на котором говорят в большинстве стран, которые вы хотели бы посетить. Если вы хотели бы побывать в таких странах, как Китай, Тайвань, Сингапур, то изучайте китайский. Если в приоритете такие страны Южной Азии, как Непал, Индия или Бангладеш, то обратите внимание на хинди. Если вы рассматриваете такие страны, как Италия, Швейцария, Словения или Хорватия, подумайте об изучении итальянского языка. Хоть сами итальянцы и шутят, что на итальянском, кроме как в Италии, нигде не говорят. Относительно недавно статус официального языка итальянский получил также и в Словении и Хорватии. Ну и, конечно, все перечисленные выше языки имеют безопасный статус, что означает, что языкам не грозит вымирание, так как они используются всеми поколениями и их передача между ними не нарушена. Если вам понравилась данная тема, не забудьте поставить этому видео лайк. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить наши новые выпуски.